Есть состояние, при котором человек еще не заболел онкологией, но уже происходят процессы, которые вот-вот приведут к этому. Вы много раз слышали, что рак на начальных стадиях лучше поддается лечению. Но, как показала моя практика, этот аргумент просто не работает. Поэтому мы продолжаем выявлять онкологию на запущенных поздних стадиях. А происходит это потому, что зачастую люди игнорируют сигналы о заболевании. Часто эти сигналы еще не означают рак, но уже опасность есть. Такое состояние и называется предрак. Меня зовут Анастасия Мочалова. Я врач-онколог с 20-летним стажем, химиотерапевт, доктор медицинских наук. Через мое отделение проходит ежемесячно более 1000 пациентов. Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому в этом видео я расскажу только факты о том, как распознать предрак, какие заболевания считаются предраковыми, как научиться слушать и слышать организм и вовремя предотвратить онкологию. Предрак – это когда наши клетки начинают вести себя подозрительно. Представьте, что на заводе одна станция сбоит. Она еще не полностью вышла из строя, но уже делает брак. Так и в организме. Пока это не злокачественные клетки, но они постепенно накапливают ошибки и могут перерасти в настоящую опухоль. Но вот в чем фишка. Это как красный сигнал светофора. Вовремя заметил, нажал на тормоз и все в порядке. Если обнаружить предрак на ранней стадии и начать лечение или профилактику, рак можно полностью предотвратить. Поэтому регулярное обследование – это не просто галочка, а ваш ключ к спокойствию. Вот несколько примеров предраковых состояний, о которых говорит большинство врачей. Полипы кишечника. Это маленькие доброкачественные образования, вроде шишечек на стенках кишечника. Сами по себе они не страшны, но риск их преобразования в рак есть, и он очень высок и растет со временем. Кто же в группе риска? Люди старше 35 лет. Те, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями, например, язвенный колит, болезнь Крона, лишний вес и малоподвижный образ жизни, сахарный диабет 2 типа. Как проверить? Только колоноскопия. Да, процедура это не из приятных, но сейчас она выполняется с седацией, вы ничего не почувствуете, врач получит полную картину вашего кишечника. Когда делать колоноскопию? После 35 лет раз в год. При наличии полипов или факторов риска по рекомендациям врача возможно чаще. Что означают факторы риска? Это семейный анамнез, это наследственные синдромы, это наличие у родственников синдрома Линча, это хронические воспалительные заболевания кишки, это проблемы с пищеварением, проблемы со стулом. И дополнительные жалобы являются поводом для выполнения колоноскопии более часто. Что же будет, если найдут полип? Не волнуйтесь, как я уже сказала, полип – это не онкология. Его сразу же удаляют, и риск возникновения рака практически сводится к нулю. Главное не ждать симптомов. После удаления полип отправляется на гистологическое исследование, которое позволит более точно определить его характер. Следующее – это предраковые изменения на коже. Родинки и пигментные пятна – это дело привычное. Но если родинка начала быстро расти, менять цвет, контуры или покрылась корочкой – это серьезный сигнал. Особенно если исчезли волосы на ней. Такие признаки могут указывать на меланому – один из самых агрессивных видов рака кожи. Но есть хорошая новость. На ранних стадиях меланому лечат очень эффективно. Еще один тревожный признак – трещины, покраснения или язвочки, которые не заживают несколько недель. Это может быть актиновый кератоз, предраковое состояние от постоянного воздействия солнца на открытые участки кожи, лицо, уши, руки. В любом случае, дерматолог-онколог поможет отличить безобидное от опасного. И помните, даже если это вас не беспокоит, но у вас много родинок, обращайтесь регулярно к дерматологу. Что будет, если какая-то родинка вызовет сомнение у врача? Он предложит вам ее удалить, после этого отправит на гистологическое исследование, и, как правило, этот вопрос будет закрыт. Но вы будете спокойны, что вы все сделали и нет никакой вероятности перерождения в меланому. Третье заболевание – эрозия шейки матки. Это изменение слизистой оболочки шейки, которые часто связывают с ВПЧ, инфекциями, хламидиоз, кандидоз или механическими повреждениями после родов, абортов. Само по себе эрозия не является раком, но при отсутствии лечения может перерасти в дисплазию, а та уже в рак. Что же делать? Раз в год сдавать мазок на цитологию у гинеколога. При выявлении эрозии наблюдаться и лечить ее по протоколу. Обязательно необходимо выполнять радикальное лечение эрозии. Гинеколог вам подскажет, какой вид
лечение подходит больше вам, но ни в коем случае нельзя ее оставлять без терапии. Атрофический гастрит – это длительное воспаление слизистой желудка, которое приводит к истончению и потере ее защитных функций. Главный виновник – это бактерия Helicobacter pylori. Если гастрит не лечить, клетки перерождаются, ДНК мутирует и возрастает риск возникновения рака желудка. Что же делать? Первое – это провериться на Helicobacter pylori. Если она положительная, то пройти курс лечения антибиотиками. Поддержите лайком, если хотите отдельное видео о гастрите и раке желудка. Многие пациенты, узнав, что у них есть Helicobacter pylori и что его нужно лечить 2 антибиотиками и целым комплексом препаратов, отказываются от этой терапии, надеясь, что это не важно и все пройдет само. Однако, даже если у вас нет клинических симптомов и вас ничего не беспокоит, но ваш результат анализа на Helicobacter положительный, крайне важно пройти эту терапию для того, чтобы провести эрадикацию этой бактерии. Следующее заболевание – пищевод Барретта. Если вы регулярно испытываете изжогу или желудочный сок время от времени бьет фейерверком в пищевод, со временем эти приступы раздражения могут изменить клетки на стенках пищевода. И тут возникает пищевод Барретта. Это не рак, но из-за таких изменений возрастает риск серьезного заболевания аденокарциномом пищевода. Что нужно делать? Первое – не терпеть и не гасить содой. Она лишь на время снимает симптомы. Как только вы понимаете, что изжога возвращается все чаще, пора идти к гастроэнтерологу. Он назначит эндоскопию. Это когда с помощью маленькой камеры врач оценивает состояние пищевода изнутри. Главное, не бойтесь. Процедура занимает всего несколько минут. И современный кабинет оснащен седацией, так что неприятных ощущений почти нет. Дальше контроль. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. Это частый спутник Барретта. Поэтому важно пересмотреть образ жизни и питания. Обычные советы – уменьшить потребление жирного, острого, алкоголя, отказаться от курения и не ложиться сразу после еды. Добавьте легкие прогулки после приема пищи вместо валяния на диване, и шансы на обострение значительно снизятся. Еще одно предраковое заболевание, которое само по себе опасно – это цирроз печени. Цирроз – это рубцевание ткани после длительного воспаления и хронического гепатоза. На ранних стадиях печень может восстановиться, но при запущенном циррозе изменения становятся необратимыми, а риск рака резко возрастает. Многие думают, что цирроз печени – это уже рак. И как некоторые говорят, что он много пил и умер от цирроза. На самом деле нет, цирроз – это не рак, но цирроз относится к предраку. И сам по себе является опасным заболеванием, которое тоже может привести к смерти. Кто в группе риска? Люди с ожирением и диабетом. Лишний вес и повышенный сахар нагружают печень жиром и воспалениями. Любители алкоголя. Даже по праздникам алкоголь побочно повреждает клетки печени. И, конечно же, малоподвижный образ жизни. Отсутствие движения ухудшает обмен веществ. Жир оседает внутри. Если вы попали в одну из этих категорий, не паникуйте. Вы в группе внимания, а не приговора. Как предотвратить цирроз? Первое. Сбросить 5-10% веса. Если вы весите 80 кг, то потеря 4-8 кг уже даст эффект. Если, конечно, при вашем росте 80 кг – это избыточный вес. Мы говорим про избыточный вес. Второе. Пересмотреть питание. Меньше фастфуда, сахара, жареного, больше овощей, цельнозерновых и постного белка. Очень многие считают, что неправильное питание приводит к раку. Нет. Питание, оно провоцирует возникновение факторов риска онкологии. Например, неправильное питание провоцирует появление сахарного диабета, ожирения и других проблем, которые в последующем могут привести к онкологии. Поэтому, если вам говорят, что не ешьте какой-то продукт, потому что он приводит к раку, относитесь к этому скептически. Третье. Добавить движение. Даже 30 минут в день прогулки помогут разогнать жир и снять нагрузку с печени. Четвертое. Обязательно регулярно проверять анализы. Например, АЛТ и АСТ подскажут, как работает печень. УЗИ раз в год позволит выявить какие-то изменения работы печени. Например, если по УЗИ врач вам поставил диффузные изменения печени, не нужно паниковать. В этом нет ничего страшного. Это, наоборот, ранняя диагностика изменений состояния печени, которая при правильном лечении и смене образа жизни позволит предотвратить появление более грозных проблем. Пятое.
Отказ от алкоголя. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов сохранить здоровье. Алкоголь является сам по себе токсичным веществом, и употребление его даже в малых количествах наносит вред здоровью. Поэтому, если вы хотите прожить долгую счастливую жизнь, то чем раньше вы откажетесь от употребления алкоголя, тем более здоровой будет ваша печень. Как возникают предраковые изменения? Предраковые изменения – это как мелкая искра. Если ее не потушить, она может превратиться в пламя. Внутри клеток копятся повреждения. Неправильное питание, токсины, хронические воспаления, стресс. Каждый из этих факторов наносит царапину на ДНК. В электросети, например, проявляются сбои. Сначала мерцает свет, а без ремонта может случиться короткое замыкание. Капающая труба со временем затопит всю квартиру. Так и в организме вовремя устраненные проблемы останавливают развитие опасности. Как можно проводить профилактику? Лучший способ – не дожидаться, когда искра превратится в огонь. Вот 4 простых правила. Первое. Регулярное обследование. Маммография, колоноскопия, мазки, УЗИ, эндоскопия по показаниям. Второе. Здоровый образ жизни. Правильное питание, минимум обработанной еды, больше овощей, исключить злоупотребление алкоголем. Физическая активность. 30 минут физической нагрузки в день снижает риск рака и улучшает общий тонус. Четвертое. Внимание к сигналам заболевания. Боль, изжога, высыпание на коже, какие-то появления признаков заболеваний. Это повод обратиться к врачу. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы и берегите себя.